Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И меня зовут Сергей. Сегодня я буду говорить очень и очень медленно, потому что это видео в супер медленном русском. Сегодня я расскажу вам о моей семье. Да, я покажу вам мое древо, семейное древо, да? Вот. Если вы смотрите мои видео уже не первый раз, и вам действительно нравится моя работа, то вы можете меня поддержать на Патреоне. Это будет очень классно. Ну все, давайте смотреть. Поехали! Итак, сейчас вы увидите мою семью. Это моя семья, да, моя большая семья. Это семейное древо, да, дерево или древо. Это я, вот он, да, я. Так, это я, а это моя жена. Вы знаете, я по профессии менеджер, но я работаю учителем. Моя жена по профессии турагент, и она тоже работает учителем. Вот. Я по национальности русский, я из России, а моя жена, она по национальности вьетнамка, она из Вьетнама. Вот. Это моя сестра. Ее зовут Анна Беймуратова. Она тоже из России и тоже русская. По профессии она психолог, но сейчас она помогает мне. Да? Мы работаем вместе. Вот. Это мои родители, мои мама и папа. Это мой папа, его зовут Камиль Беймуратов. Камиль, да, Беймуратов – это моя фамилия. Мое полное имя Беймуратов Сергей Камильевич. Да? Камильевич – это мое отчество. А это моя сестра, ее полное имя – Беймуратова Анна Камильевна. Вот. А мою жену зовут Nguyen Ngop Thuy. Вот. Или, да, Nguyen Ngop Thuy. Мой папа по профессии, он юрист. По профессии он юрист, но сейчас он бизнесмен. Он работает бизнесменом. Ему 50... Сколько ему? 55 лет. Да. Мне 29 лет. Моей жене 32 года. А моей сестре 25 лет. Вот. Это моя мама. Ее зовут Виктория Владимировна. Мой папа, он Камиль Рашитович. И моя мама по профессии, она педагог. Но она работает турагентом. Да? То есть моя жена по профессии турагент, работает учителем, педагогом, а моя мама по профессии педагог работает турагентом. Вот. Моей маме 52 года. Да? Ей 52 года. Так. Это мои бабушка и дедушка. Дедушка и бабушка. Мой дедушка, его зовут Владимир Вахмянин. Да? Владимир Николаевич Вахмянин. Ему сейчас
82 года. Да, ему сейчас 82 года. По профессии он слесарь или токарь. Да, я думаю, слесарь. Вот, и он работал на заводе. Это моя бабушка. Она уже не живет. Да. Ее зовут Людмила Лопухова. Да, или Людмила Аркадьевна Лопухова. И она тоже работала на заводе. Она была металлург. Вот. И у моих бабушки и дедушки у них есть 2 ребенка. Это моя мама и моя тетя. Вот. Мою тетю зовут Марина Владимировна. Да? Моя мама Виктория Владимировна, а моя тетя Марина Владимировна. И по профессии она... Кто она по профессии? Я не знаю. Но сейчас она работает турагентом. Вот. Она работает турагентом вместе с мамой. Вот. Ей 55 лет. Так же, как моему папе. Вот. Да, у нее был муж, да, но сейчас они не вместе. Вот. И у нее есть одна дочь, моя двоюродная сестра. Не двоюродная сестра. Вот. Двоюродная сестра. Ее зовут Алена Вадимовна Вахмянина. Вот. И Алена, ей сейчас 36 лет. Ей сейчас 36 лет. По профессии Алена юрист, а работает она тоже турагентом. Вот. И все они по национальности русские. Да, все. Кроме моей жены. Вот, она вьетнамка. И у Алены тоже был муж, и у нее есть 2 дочки, мои племянницы. Вот, они близняшки. Значит, что у них одинаковое лицо, очень похожи. Вот. Они родились в один день, близняшки. Анфиса и Полина. Да? Анфиса Андреевна Стрельцова и Полина Андреевна Стрельцова. Вот. Так, и что здесь еще? Да, они не работают, они школьницы, они ходят в школу, но они очень хорошо рисуют. Да, они очень хорошо рисуют. Так, что еще у нас здесь? Кто? Да, значит, это была по моей маме, да, сторона. И еще можно сказать, у моего дедушки тоже был папа Николай и мама Евдокия. Мой прадедушка, да, Николай Вахмянин, он мой прадедушка. Он был токарем. Вот. А Евдокия Антонова, она была бухгалтер. Вот. Это мои прадедушка и прабабушка по маме, по дедушке. Вот. А прабабушка и прадедушка по моей бабушке, да, это Аркадий Лопухов и Зоя Абуздина. Аркадий Лопухов, мой прадедушка, он был учителем географии. Вот. А Зоя, она работала в милиции, и потом она была продавец в магазине.
Вот. Так, и все они русские, но у моей бабушки ее дедушка, да, получается, ее дедушка по маме, то есть отец ее мамы, вот, он был грузин, он не был русский, вот, то есть мой прадедушка, он был грузин, он не был из Грузии, но да, и он был крестьянин, он работал на поле, вот. Да. Так, кто еще тут у нас есть? Так, ну давайте смотреть по семье моего папы. Да, у моего папы был отец, мой дедушка, Рашид Георгиевич, Беймуратов Рашид Георгиевич. Он был следователем, то есть как детектив. Он работал в милиции. И его жена Глинская Агния Николаевна, она тоже была следователь, и они вместе работали в милиции. Вот. Да, но они уже не живые. Их уже нет. И, да, что еще сказать? Мой дедушка Рашид, он не был русский, он был татарин. Да, татарин. Поэтому фамилия Беймуратов, моя фамилия, это не русская фамилия, это татарская фамилия. Да. А Агния, она была наполовину полячка. Да, то есть мой прадедушка Николай Глинский, дедушка, отец моей бабушки, по папе, он был поляк. Вот, он был поляк из Белоруссии. Вот, но потом он переехал в Сибирь, и он работал начальником железнодорожной станции. Вот. А как звали его жену, мы не знаем. Мой папа не помнит. Но мы знаем, она была директором школы. Да. Так, вот, получается, папа моего дедушки, Георгий Беймуратов, мы не знаем его отчество, кем он работал? Мы не знаем, кем он работал, да? Мы знаем, что он был на войне, и он потерял ногу после войны. А его жена, мы не знаем, как ее звали. То есть это бабушка моего папы. Мы не знаем. Но мы знаем, что она была мать-героиня. У нее было 11 детей. Очень много. Вот. Но я знаю, что Георгий Беймуратов, да, мой прадедушка, он был также татарин. И его отец, он был мулла, то есть это, можно сказать, имам, как священник в церкви, да, но он был мулла в мечети, и он работал в первой мечети в моем родном городе Иркутске. Вот, это очень важная информация, я ей очень горжусь. Я думаю, это все на сегодня, друзья. Спасибо вам большое за то, что вы смотрели это видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Пожалуйста, напишите в комментариях, откуда вы, откуда ваша семья, какой вы национальности, какие у вас есть национальности в семье, да? У меня есть 4 национальности. Русские, татары, поляки, грузины. А у вас? Кто есть у вас? Напишите, расскажите. Мне очень интересно. До скорого, друзья. Желаю вам отличного дня. И да, учите русский. Пока-пока.